Друзья, всем привет! Мы снова в самой лучшей студии в Санкт-Петербурге. Это студия канала Алга Петербург. И сегодня мы снова с вами будем знакомиться с реакционерами. Прошлые передачи, я вижу, что вам очень понравились, поэтому мы будем продолжать. Кстати, кто не видел прошлые передачи, вы можете их посмотреть вот здесь вот по подсказке или в описании. Перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать о результатах викторины, которую мы провели на прошлой передаче. И победителями стали Жамига Каримова, Галина Чумакова и Нина. А правильный ответ звучит так. Эта песня прозвучала на фестивале «Новая волна» в 2018 году, и песня эта «Грешная страсть». Кстати, в конце этой передачи мы снова проведем викторину. Но я так понял, что в этот раз ее надо будет сделать уже сложнее, потому что вы все очень хорошо разбираетесь, где, когда и как выступал Димаш. А еще, друзья, хочу сказать вам слова благодарности за ваши комментарии, которые вы оставляете под каждым роликом. И некоторые из них я даже сегодня прочитаю. Алена Эверстова. Надеюсь, правильно прочитал вашу фамилию. Бог мой, какие вы классные ребята и очень креативные фантазеры и деятели. Молодцы, мне все очень нравится. Дерзайте также и вперед, не останавливаясь на полпути. Поздравляю с 55 тысячами подписчиков. Привет вам из вечернего Якутска. Якутск, привет! И спасибо, нас действительно теперь 55 тысяч. Мария пишет. Самый лучший реакционер – это Дмитрий Лебедев. Дмитрию Лебедеву большой привет. Я думаю, что мы с ним еще увидимся здесь. Алмаз Албакиров. Есть еще мистер Харрис из Нью-Йорка. Интересный мужик. Уважаемый Алмаз, мистер Харрис уже был на нашем канале, и вы можете посмотреть его в передаче, которая появится вот здесь вот по подсказке. Ирина Никитина. Эми вместе с мамой была на концерте у Димаша в Нью-Йорке в фан-зоне. Восклицательный знак. Просто реакции на реакции. А я думала, вы будете с ними разговаривать. Уважаемая Ирина, мы всегда рады будем, если кто-то из реакционеров захочет прийти к нам в гости на канал. Например, к нам часто заходит Дмитрий Лебедев. Лео Кантро тоже был уже у нас в гостях. Также у нас был гость из Латинской Америки Диаго. Друзья, вы можете смело писать нам в комментариях, кого вы хотите увидеть в гостях на нашем канале. Или вы можете присылать наш номер WhatsApp, нашу электронную почту тем реакционерам, с которыми вам было бы интересно поговорить. И мы их будем приглашать к нам на эфиры. Ну что, друзья, а теперь пришло время и для реакционеров. Поехали! Итак, первый канал, на который мы сегодня зайдем, это канал Charismatic Voice. Я хочу вас сегодня познакомить с этой удивительной девушкой. Наверное, вы уже видели ее реакции, судя по тому, что у нее на канале уже почти 60 тысяч подписчиков. Наверняка кто-то из вас, друзья, уже подписан на нее. Кстати, я хочу сразу сказать, что если вам понравился кто-то из реакционеров, о которых мы рассказываем, которых мы показываем, обязательно подписывайтесь к ним и пишите им хорошие комментарии, ставьте лайк. Потому что чем больше они будут делать реакций, чем больше будет таких реакционеров, тем быстрее Димаш будет обретать популярность на просторах YouTube. I started the Charismatic Voice because I believe in moving people. Voice is the most powerful communicator of emotion on the planet. Так, тут в этом видео она представляет себя, рассказывает о своем опыте и говорит о том, что голос – это один из мощнейших инструментов, мощнейшее оружие. Говорит, самое сильное оружие – это голос. О, смотрите, она поет в опере. Говорит про научные исследования, связанные с голосом и глазами. В общем, она использует научный подход. Очень серьезно подходит к изучению способностей голоса. И она говорит, что вообще петь полезно. Она говорит, научу вас, как использовать ваш голос. Говорит, ее Charismatic Voice поможет открыть себя. Интересно. Итак, ее зовут Элизабет Жаров. У нее есть музыкальное образование. Значит, она училась в Берлинской консерватории. У нее даже есть какая-то степень. В музыкальном колледже Беркли, в институте музыки Кертис. В общем, она говорит о том, что она в основном делает акцент на технологиях и голосе. То есть она такой научный подход использует. Что, наверное, правильно, потому что технологии не стоят на месте. Но, с другой стороны, друзья, нельзя забывать и о традициях, нельзя забывать о народных инструментах, что, кстати,
регулярно показывает нам Димаш. Элизабет Жаров, international singer, award-winning audio designer, educator. На самом деле для нее нет разницы выступать для 4000-ной аудитории в театре или записывать ее голос на микрофон. И ее альбом можно послушать на iTunes или Spotify. Кстати, Spotify теперь доступен в России, поэтому не знаю, для кого это новость, но, в общем, знаете, друзья, живите с этим. Можно сказать ей hello. Итак, hi, не отправить, смотрите. Как отправить? Не работает кнопка. Но зато тут написано, что Design by Rainy Day Ventures. Опа, я отправил. Уважаемый Rainy Day, как-то у вас тут дизайн не очень хорошо сделан. Кнопку не нажать. Не все же такие умные, как я, смогут увеличить, нажать кнопку. Так, выступление. Такой взгляд мощный. Я готова. Поехали. Сейчас будет что-то мощное. Как минимум Олимпика сейчас будет петь. Вау, круто. Ничего себе, она как круто поет. Друзья, ссылка будет в описании на на сайт. Обязательно зайдите, посмотрите. Кажется, это круто. Так, что тут есть еще? Круто поет. Угу. Это песня, которую она написала. Чуть не работает. Rainy Day Ventures из Остина. Не умеете вот вы сайты делать? Слушайте, стало намного интереснее теперь и понятнее то, о чем она говорит в своих реакциях. Мы теперь, друзья, знаем, что она оперная дива. Я думаю, что никто с этим спорить не будет. Давайте посмотрим, как она познакомилась с творчеством Димаша. Какая была ее первая реакция? Thank you so much for your comments and questions. I absolutely adore my viewers. Так, ну что, все понятно. В общем, она делала анализ и пыталась выбрать лучшее исполнение Diva Dance из пятого элемента. Там не было Димаша. И, естественно, в комментариях ей написали You have to listen Dimash at Bastava concert. His Diva Dance is unique and stunning. В общем, ей пишут о том, и она как раз закрепила этот комментарий, ей пишут о том, что, кстати, это Валя Тодорова. Уважаемая Валя, спасибо вам, что привлекаете реакционеров. Wow. Говорит, я не взяла в рейтинг Димаша, потому что нельзя сравнивать мужчин и женщин. Женщина-певец, у нее нету достаточно мощи вот в грудном голосе. И вот она говорит, что у Димаша есть. Говорит, что эта песня была написана для женщины, чтобы ее было невозможно спеть. И вот она говорит, а вот чтобы мужчина ее спел, говорит, это невероятно. Так, давайте посмотрим еще вот интересное видео у нее, где она отвечает на вопросы. В чем разница между оперным вокалом и, здесь она говорит, Бродвей вокалом. Бродвей — это мюзиклы в небольшом помещении каком-то. Ну, что-то вроде поп-вокала. Ну вот она как раз говорит, что оперный голос, он должен быть достаточно тяжелым и мощным, чтобы звучать без микрофона на всю аудиторию, как-то гармонично звучать вместе с оркестром, потому что оркестр же тоже громкий. Но говорит, что, конечно, вот когда люди поют с микрофоном, у них голос чуть-чуть тише, но все равно и такой голос тоже он очень красивый. Худшая привычка ненатренированного певца. Вот да, она как раз говорит, что не надо газовать на высоких нотах, аккуратно воздух выдувать. Этот совет я передам Саше Карельскому обязательно. Привет, друзья! Давно не виделись. Не забудьте поставить лайк этому видео. Извините. В общем, заходите к ней на канал, подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте ей лайки. А мы переходим к следующему реакционеру. Это Джастин Berg. Это Джастин Берг. Хорошо, что есть Google всегда под рукой, и мы можем узнать, как по-настоящему правильно произносить американские слова и
иногда даже имена. Надеюсь, что это правильно. Ух ты, смотрите, а он открылся как музыка, он открылся как Димаш. Это круто, это значит, что очень крутой реакционер. Ну да, у него 570 тысяч подписчиков. Получите бесплатный урок вокала от меня на singer.tv. Check out my music. Ищите мою музыку на всех платформах. Джастин Бибер. Если кто-то пользуется Spotify, то ну вот. Так, сразу тут видео. Он говорит, если дадите мне пару минут, то я докажу вам, что вы сможете петь голосом вашей мечты. Давайте посмотрим. Кстати, а вот Джастин, он вам никого не напоминает? Все девушки сейчас попадали перед телевизорами, потому что они увидели Криштиану Роналду. Напишите в комментариях, если вам тоже показалось, что они похожи. Много отзывов. Говорят, мне вообще сначала не верят, когда я пытаюсь кого-то научить. Слушайте, действительно может научить петь. Так, давайте-ка мы запишем одного в будущем великолепного певца. Друзья, вы тоже заходите к Джастину на его сайт и записывайтесь к нему на бесплатный урок пения. Кстати, посмотрите, он 7 ноября 2008 года на YouTube, и у него 83 миллиона просмотров. Это круто. Как такой достаточно крутой певец познакомился с творчеством Димаша, и что он об этом думает? И, может быть, как-то творчество Димаша повлияло на творчество Джастина? В детстве Джастин был очень озорным пареньком. Слушайте, хорошо поет. О, прикольно. Выпустил книгу свою. Так, много уроков здесь. Как надо петь. Мы послушали уже, как он пел в детстве даже. Действительно хороший певец. И он даже похож на Димаша тем, что он с самого детства занимается музыкой. Единственное, что, кажется, вот у Джастина не было таких крутых учителей. Ему в этом плане немного не повезло. Насколько важно, в какую землю зерно таланта попадает. От этого сильно зависит, какое потом вырастает дерево. Да, и вот примерно год назад он начинает делать реакции. Так, мы тут видим BTS, Blackpink, даже Болливуд. И, наконец-то, он встречает Димаша. Он встречает год назад. И первая песня, которую он увидел, была на World's Best. Говорит, подписывайтесь на канал. Да, друзья, ссылка будет в описании. Еще раз скажу, обязательно подписывайтесь на канал, если вам понравился реакционер, который появляется на нашем канале. Можете подписаться на наш канал, можете не подписываться, можете просто смотреть, как вам удобно, друзья. Джастин тоже говорит, очень много запросов, чтобы я сделал реакцию на Димаша. Говорит, никогда не слышал, как он поет, это моя первая реакция. Я слышал, что он не из нашего мира, говорит. Высокий уровень мастерства, техники. Приглашает на свой курс вокальный. Чуть-чуть удивлен он. Говорит, вы чувствуете, как он контролирует? Да, тут надо тренироваться, Джастин. Да, говорит. Вызывает. Он так хорош, говорит. Говорит, я даже забыл, не знаю, что сказать. Он говорит, то, что он делает, это так сложно. И говорит, его тело соединено с его инструментом вокальным. Абсолютно чистый звук. Мир перевернулся только что у Джастина в голове. Говорит, вот это выступление показывает, что будет, если вы будете постоянно заниматься. И он говорит, это все реально. Интересно, а что он скажет, когда посмотрит еще несколько песен? Говорит, бесконечно. Я уверен, что он тренируется бесконечное количество времени, потому что я примерно понимаю, сколько труда нужно вложить. Взрывает мозг, говорит. Просто взрывает мозг.
Говорит, даже забыл, как говорить по-английски. Слушайте, а он говорит, что вот я вообще хотел бы, чтобы больше людей хорошо пело. Так же, кстати, как и у Элизабет. Элизабет тоже считает, что вот пение помогает людям жить. Поэтому, друзья, если вы еще не поете, начинайте петь. Интересно, а Джастин знает, что вот эту песню Димашу запретили петь? Причем запретили из-за этого выступления. Wow. Сейчас. Это еще не все. Говорит, просто показывать свои возможности. Крещендо. Вот это я знаю. Oh my god. Все, Джастин в шоке. Incredibly high note there. Wow. Oh my. Невероятно высокая нота. Вау, говорит. So good. I mean, it's just amazing. Кстати, странно, что ему до сих пор не написали, это вторая его реакция на Димаша, что ему до сих пор не написали в комментариях, чтобы он слушал в наушниках, потому что в наушниках более качественный звук. Он говорит, можно бесконечно. Я могу даже, говорит, полчаса видео сделать, разбирая то, как он поет. Говорит, это чисто мощно. Слушайте, еще один сайт нашел у Джастина. Певец, писатель, спикер, студент университета и звезда соцсетей. 1,5 миллиона фолловеров, у него 1,5 миллиона подписчиков и 100 миллионов просмотров. Вау, круто. Начал свою музыкальную карьеру в 2 года, когда его папа положил барабанные палочки ему в руки. И он начал стучать на первом попавшемуся под руку объекте. Он считает своей миссией распространение света и любви в мир через позитивную музыку. И пользуясь этим, он хочет вдохновить молодое поколение, помогая им узнавать Бога, уникальные и чудесные смыслы их жизни. То, что они могут мечтать о чем-то большем. Ссылка на его канал будет в описании. Обязательно зайдите, посмотрите. Очень интересно его мнение, потому что он сам великолепный певец. Он учит людей пению. Поэтому я думаю, что его мнение может вас заинтересовать. Итак, мы видели, как Джастин поет, когда был совсем еще маленький, как Джастин поет буквально несколько лет назад. И теперь, после знакомства с Димашем, я думаю, что нам всем будет интересно посмотреть, как изменился его вокал. Друзья, мне кажется, мы можем попробовать догадаться, с кого взял пример для исполнения вот этой песни Джастин. Давайте еще раз. Мне кажется, вот здесь вот можно поставить не точку, а многоточие. Посмотрим, как дальше будет развиваться талант Джастина, потому что очень талантливый певец, и видно, как развивается его талант, видно, что он очень много занимается. И самое главное, он людей обучает вот этим вот техникам. Поэтому я надеюсь, что он продолжит нести свет и любовь посредством своего таланта. Заходите на каналы реакционеров, о которых мы говорили сегодня, подписывайтесь к ним на канал, пишите комментарии, ставьте им лайки. И, кстати, друзья, обещанная викторина на сегодня. Сейчас на экране появится топ-кадр. Ваша задача написать нам в комментариях, с какого выступления этот кадр. И первые 3 верных комментария я озвучу на следующей передаче. Конечно, хочется подарить какой-нибудь приз. Надеюсь, в дальнейшем появится интересный спонсор, и мы будем победителям нашей викторины дарить еще какие-нибудь подарки. Но это все в будущем. А сегодня я с вами прощаюсь, друзья. Увидимся в следующей передаче. Всем пока!